Всем привет, меня зовут Оскар и с вами канал IT Вердикт. Если вы смотрели мой предыдущий выпуск, то вы, наверное, видели, а может быть даже и писали комментарии про то, что было слишком много воды и о том, что я не приводил конкретных примеров. Напомню, что выпуск был про гонку за брендами. Однако в том видео у меня не было цели привести в пример как можно больше устройств, я лишь хотел озвучить свою позицию касательно необходимости гонки за брендами. Сегодняшний же выпуск будет как раз таки про устройство, которое можно было бы привести в пример в предыдущем выпуске. Итак, поехали! Этот выпуск будет про игровую мышь MotoSpeed V30. Это мышь от той самой компании, которая сделала одну из самых популярных механических клавиатур MotoSpeed CK104, обзор на которую уже был у нас на канале. Посмотрим же, насколько им удалась мышь, и начнем мы с внешнего вида и материалов. Что касается материалов, то мышь выполнена из приятного софт-тач пластика, который фактически не собирает отпечатков, но тем не менее за время использования немножечко потемнел в некоторых местах. Не знаю, как дела обстоят с черным вариантом этой мыши, но с моей все именно так. Под боковыми клавишами располагается черная панель, которая визуально имитирует кожу, однако это лишь приятный на ощупь фактурный пластик. Спереди также расположена черная пластиковая панель. Что касается кнопок, то помимо левой и правой кнопки, а также колесика, есть еще две дополнительные кнопки под большим пальцем. И есть также кнопка переключения между четырьмя профилями DPI, значение каждого из которых можно настроить в программном обеспечении. Помимо этого, там можно настроить аж целых 14 зон подсветки. Ну о самом ПО мы поговорим чуть позже, а сейчас пару слов о подсветке. Во-первых, она RGB. А во-вторых, зоны подсветки расположены так, что подчеркивают саму форму мыши, и выглядит это, на мой взгляд, очень приятно. Да и в целом мышь смотрится более чем достойно, и нет никаких намеков на дешевизну. Сами материалы качественные, ничего не скрипит и не люфтит, даже провод в оплетке. А теперь поговорим о характеристиках и о программном обеспечении. Для начала скажу, что эта мышь оптическая, имеет сенсор на 3500 dpi и переключатель от компании Omron с ресурсом, по-моему, в 50 миллионов нажатий. Что касается ПО, то оно, скорее всего, вас удивит. В наличии имеются две вкладки со стандартными и дополнительными настройками. На первой вкладке мы можем выбрать один из двух профилей работы мыши, в каждом из которых мы можем настроить абсолютно любую кнопку, притом фактически как угодно. Правее расположен блок, в верхней части которого мы можем настроить частоту опроса, а ниже задать настройки DPI для каждого из четырех режимов. Что очень удобно, это то, что если вы используете только два режима DPI, то вы можете попросту отключить ненужные вам режимы. Также внизу расположена маленькая кнопочка, которая открывает нам возможности настройки подсветки. Там мы можем выбрать один из нескольких режимов, яркость подсветки, скорость, а также направление. Однако некоторые режимы имеют свои предустановки, и, например, для режима неон направление выбрать нельзя, что в принципе логично. Зато, например, для режима дыхания можно настроить аж 14 зон подсветки, каждый из которых можно настроить абсолютно любым цветом и таким образом получить очень красивые переливающиеся сочетания. Во второй вкладке расположены дополнительные настройки, в которых мы можем настроить скорость мыши, скорость скроллинга, а также скорость дабл-клика. А вот в правой части у нас есть возможность записывать полноценные макросы, притом назначить мы их можем, напомню, на любую кнопку. Да, и это программное обеспечение мышки за 900 рублей. Подводя итоги, хочется сказать, что лично на мой взгляд это отличное устройство, и видно, что компания MotoSpeed над ним хорошенько поработала. Радует и дизайн, и функционал, и качество материалов, и, конечно же, цена, особенно по меркам игровых девайсов. К сожалению, до сих пор у некоторых людей бытует мнение, что китайские товары так себе, и что любой маломальски известный бренд будет и качественнее, и надежнее. Однако я вам приведу в пример всего лишь два факта. Первый факт это то, что практически любой бренд, известный и не очень, собирается, как правило, также в Китае и практически на тех же заводах. Второй факт это то, что за последний год на моих глазах перестало работать три топовые мышки. Две от фирмы Corsair за 6000 и одна от SteelSeries за 10 тысяч. При этом я совершенно не считаю, что данная компания производит некачественный товар. Просто чем сложнее производство, чем больше высокотехнологичных решений используется внутри продукта, тем более велик шанс поломки. И от этого, к сожалению, не спасет никакой бренд. Однако терять 5-6 тысяч рублей за бренд мне гораздо меньше хочется, чем потерять, скажем, 1000. Ну что ж, на этом все. Спасибо за внимание. Еще раз скажу, что устройством я более чем доволен, и спасибо магазину Gearbest, которые согласились прислать его на обзор. Ссылка на устройство будет в описании.
Надеюсь, этот выпуск был для вас интересным, полезным, и надеюсь, что вы поможете мне наконец-таки набрать заветные 10 тысяч подписчиков, ведь осталось совсем немного, и это очень сильно поможет каналу в развитии. Оценивайте видео, как считаете нужным, положительно или отрицательно, пишите в комментариях, что вы думаете об этом устройстве, и увидимся с вами в следующих выпусках. С вами был канал IT Verdict, пока! Дорогие друзья, если вы покупаете электронику в китайских магазинах, то очень рекомендую посетить созданный нашим каналом агрегатор товаров. Он располагается на странице ВКонтакте, где вы найдете только лучшие товары от крупнейших китайских торговых сетей. При этом мы избавим вас от многократных повторов одного и того же товара и от недобросовестных продавцов. Из функций вы сможете подписаться на интересующую вас рубрику, оставить заявку на поиск интересного вам товара, а также вы сами сможете найти интересующий вас девайс через поиск по рубрике или в каталоге товаров. Мы будем рады вашей поддержке.